Всем привет, Игорь на связи. Сегодня у нас речь пойдет о тех изменениях, которые я хотел бы увидеть в скане. То есть, в принципе, у меня мысль о том, что то, как нам добавили скан, это не совсем хорошо. У нас даже был стрим холиварный на тему, правильно ли сканить игроков в сюжетках, либо неправильно. То есть мы там обсудили, там я даже закинул некоторые идеи, и сейчас у меня даже есть отдельный канал, где я буду закидывать разработчикам свои идеи, и при помощи сообщества игроков как бы мы будем пытаться донести разработчикам те или иные идеи, которые мы хотели бы увидеть в нашей игре. Для тех, кто не знает, ссылочку я оставлю на этот канал. Там уже есть промо-видео, которое вышло недавно, и я там, в принципе, буду под ним проводить розыгрыш Т9 линкора на, опять же, выбор победителя. Ну и в следующем видос там планировался как раз вот на тему изменений скана, на тему изменений сюжеток. Но поскольку это у меня займет большое время, то есть там очень много работы будет по графике, по анимации, а также и английский, как вы понимаете, не мой родной язык. И чтобы даже записать промо-видео, было очень много дублей потрачено на то, чтобы добиться такого звучания и такого произношения, которое бы меня устроило. Возможно, оно не совсем идеально, это понятное дело, но все-таки. И поскольку тема скана и сюжеток будет более обширной, и там текста будет больше, информации там будет больше, то, соответственно, это у меня займет довольно-таки большой кусок времени. Соответственно, я ребятам как бы предложил на прошлом стриме, ссылочка опять же будет в описании, что я выложу наброски этой темы для RU комьюнити, как раз вот для вашего, на ваше обозрение предоставлю, ну и вы уже его оцените, либо да, либо нет, в зависимости от того, нравится вам, не нравится эта идея. То есть лайки как раз для вас, можете залайкать, можете задизлайкать. Поэтому я буду определять, понравилась моя идея, не понравилась. Опять же, здесь не будет много графики, тут будут чисто наброски, тут больше та информация, которую я вам, в принципе, озвучу словами. То есть в голове у меня уже картинка сложилась, я могу с вами ей поделиться. Собственно, я это сейчас и буду делать. Опять же, смотрите, на тему того, что как бы основной аргумент тех, кто был за скан сюжета, в том, что игроки, которые занимались именно фармом сюжеток, они обесценивали иски. На самом-то деле, я уже говорил и повторюсь еще раз, это была не та часть, которая ушла из игры. Это как раз этим занимались те люди, у которых есть несколько аккаунтов, у них много уже фракционщиков на каждом из них, и, собственно, для них ничего в игре не изменилось. Они повесили на одно окно того, кто будет смотреть, сканят их или нет, и продолжают этим заниматься. То есть, по сути, ушли игроки, которые играли в свою соло-игру и не хотели PvP. И вот это вот потеря для игры в плане доната. То есть, многие игроки из этой категории донатили на самом-то деле. Как это странно не звучало, но это факт. То есть, вы можете со мной спорить, но бесполезно на самом-то деле. Так вот, как можно было избежать вот этой вот ситуации, как раз решить эту проблему, а не сделать, наоборот, хуже. То есть, на самом-то деле, решается очень просто. Сейчас вы видите передо мной, точнее, перед вами экран наших сюжеток, да, то есть, где показаны, допустим, колдаревские сюжетки. И смотрите, вверху у нас тут как раз вот я добавил циферки, которые будут свидетельствовать о том, что у нас есть ограничение на количество закрытых сюжеток за неделю. Ну, допустим, это будет неделя. То есть, возможно, это можно пересмотреть, сделать, ну, то есть, там, одна сюжетка в день или там еще как-то. Но моя идея заключается в том, что в неделю мы можем, допустим, попробовать Т10 сюжетку по каждой сюжетке по одному разу. То есть у нас 4, соответственно, расы, и мы, соответственно, можем Т10 сюжетку выполнить 4 раза. Неважно какую, но ограничение именно в том, что 4 раза закрыть за неделю. Я считаю это, в принципе, нормально. Почему? Потому что лярд мы получим, так или иначе, плюс еще награда. То есть это довольно-таки вкусно. Тем более, как раз это устраивало бы тех людей, которые как раз игру и покинули. Они, я не думаю, что делали, ну, даже если они делали чуть больше количество, да, Т10 сюжеток, у них также еще остаются Т8 и Т6 сюжетки. То есть, если Т10 вы уже потратили все, да, лимит, то у вас есть еще Т8. Соответственно, Т8 у нас занимают больше, поскольку у нас
Т8 по 2 на каждую расу, соответственно, мы можем сделать 8 таких сюжеток в неделю. То есть уже плюс к Т10, то есть уже такое количество. Ну и плюс можно еще сделать, что убрать ограничения с Т6 сюжеток. То есть их можно делать бесконечно. То есть вы сами понимаете, что тот, кто будет фармить иски, ему париться с количеством Т6, это у него больше времени будет отнимать перелеты, чем сам заработок. Поэтому я не вижу смысла в ограничении. Хотя, в принципе, можно ограничить количество их. Допустим, взять там 4 на каждую. То есть 4 на 4, это у нас получается 16. То есть 16 Т6 сюжеток вы можете сделать в неделю. Я считаю, это нормально, на самом-то деле. То есть для меня, допустим, выполнить 16 Т6 сюжеток, это... Я бы, наверное, даже этого не стал делать. Но, опять же, это я. Тут надо смотреть на каждого человека индивидуально. Но вот что точно это исключит? Это исключит фарм исок через сюжетки в промышленных масштабах. То есть вот те вот эти мультиоконщики на фракционных кораблях, они уже из этой стези уйдут. Вот этот вот главный момент, который я хотел бы обозначить. Поэтому скан сюжеток в лоу я бы на самом-то деле убрал. Почему? Потому что у нас даже закрывашки для сюжеток находятся в лоу. И, соответственно, они насканиваются. И, соответственно, новички, которые сталкиваются первый раз с игрой, они прилетели на закрывашку. То есть они даже еще не знают, что такое сюжетка. Многие игроки фармили стычки и не знали, что как сделать сюжетками. Я с таким, допустим, сталкивался. Мне в комментариях писали спасибо за то, что я раскрывал эту тему. То есть такое тоже может быть. Новички бывают разные, и не все идут в YouTube сразу за информацией. То есть кто-то начинает играть, и когда уже уперся в какие-то вещи, уже после этого начинает гуглить, начинает идти в YouTube и искать ту информацию, которая его интересует. Поэтому как-то так. Но скан сюжеток я бы оставил. А вот тут вот главный вопрос. Вот какое-то противоречие, да, вы чувствуете? То есть, с одной стороны, убрать скан сюжеток в лоу, и где же тогда сканить эти сюжетки? Так вот, я на самом-то деле бы добавил еще одну сюжетку от Конкорда. Тем более, что у нас есть уже контент для Конкорда в виде наноядер, в виде тех же нихилусов, где фармятся ресурсы для ретроанализа наноядер. Ну, то есть, понимаете, да, это, в принципе, хороший кусок контента, который можно обыграть через сюжетки. То есть, даже без ограничений. Ограничения тут как раз и будут скан. То есть, мы дадим возможность игрокам, именно пиратам, которым было бы интересно насканивать других игроков, дать возможность насканивать эти сюжетки. Но эти сюжетки должны спауниться сугубо в нулях. То есть они не в лоу должны быть, они не должны быть в империи, да, то есть все стычки, которые касаются Конкорда, ну, допустим, начально, скажем так, Т6 уровня, Т7 уровня конкордовские сюжетки могли бы не сканиться, а находиться в лоу, да, то есть, но они не закрывашки, это не сами сюжетки, это именно стычки, которые касаются этой сюжетки, да, то есть они могли бы находиться в лоу. Но я бы на самом-то деле сразу бы ограничил доступ к таким сюжеткам, допустим, с Т7 уровня. То есть для совсем новичкам они недоступны, то есть они только на Т7 уровне появляется у них возможность фармить конкордовские сюжетки, а может быть даже с Т8. Тут надо подумать, и я еще полностью не сформировал эту мысль, когда я буду озвучивать на английском. Я еще думаю над этим, поэтому пишите мне в комментариях под этим видосом, как вы считаете насчет этой темы, на каком моменте дать возможность включать эту сюжетку конкордовскую. И что конкретно для этой сюжетки конкордовской я подразумеваю. То есть там на самом-то деле будут нестандартные стычки, к которым мы привыкли. Я думаю, что имеет смысл это обыграть все через нихилусы. То есть изначально мы делаем стычки для конкорда, да, то есть связанные с сюжеткой. Там не должно быть нихилусов, это... Может быть перевозки, это может быть даже скан в... Допустим, у нас есть исследовательские стычки, они никак с сюжетками не связаны, но они у нас есть. И вот как раз конкордовские сюжетки мы бы могли добавить вот эти вот скан. Но для скана вы летите в нули, и это уже как бы добавляет опасность. И опять же, поскольку это будет сопряжено с опасностью, поскольку вы будете отправлять игроков в нули, то и, соответственно, награда для этих стычек должна быть больше, чем для всех остальных стычек, которые нам уже сейчас доступны. То есть стычки Конкорда и сюжетки Конкорда это уже high-end level игры. То есть он дается не сразу для тех, кто уже знаком с игрой. И
он уже с определенными рисками, и игрок сам уже для себя решает, он хочет уже в PvP или еще не хочет в PvP. Он хочет идти за вкусным фармом или еще не готов. То есть он остается на ограниченных своих сюжетках, которые будут по количеству, по определенному количеству раз в неделю, то есть там то, о чем я вам точнее, то, о чем я вам ранее сказал, да, либо он уже полетит в конкордовские сюжетки, стычки, которые ничем не ограничены, кроме тем, что они спаунятся в нулях, есть возможность встретить там игроков, которые будут на них охотиться, и опять же эти стычки будут сканиться игроками, поскольку это находится в нулях, да, то есть, и награда на самом-то деле, вот тут самое вкусное в сюжетках Конкорда будет отличаться от тех всех сюжеток, которые мы с вами знаем, то есть, я на самом-то деле думаю, что в качестве награды сюжеток для Конкорда нужно давать возможность насканить Нихилус, тоже разного уровня, в зависимости от уровня сюжетки, в нулях. Ну, по сути, это будет такая же самая механика, как те Нихилусы, которые у нас, допустим, спаунятся при помощи аутпостов, да, то есть вы понимаете, что одно первое время, то есть когда только заспаунился вот этот вот Нихилус, аутпостом, его только, они не сразу доступны другим игрокам, но их можно будет насканить. То есть то же самое будет с Нихилусами, которые из конкордовской сюжетки. То есть человек выполняет цепочку из сюжетки, да, доходит до финального момента, когда ему нужно прилететь в систему, в которой он должен, опять же, он должен насканить этот Нихилус. То есть когда он доходит до финальной цепочки, ему включается таймер, точно так же, как у отпоста, что в такой-то системе через такое-то время появится твой Нихилус, который ты можешь прилететь в эту систему и насканить. То есть тут двойное обыгрывание скана. То есть вы можете насканить Нихилус, и в то же самое время вас могут насканить другие игроки. Я думаю, это было бы довольно-таки интересно. Плюс, естественно, что стычки из Конкорда, они не только будут вкуснее, они и будут более опасны, более требовательны к характеристикам вашего корабля. То есть там должны быть неписи сложнее, там должно быть неписи больше. И опять же, это сопряжено с риском встретиться с игроками. То есть тут уже больше... принуждение к тому, что вы должны летать в кооперативе. Ну, я понимаю, что мультиокончик может точно так же прилететь, это все сделать, но я думаю, что мультиокончику в нулях, тем более, что это может рандомиться не в одном и том же месте, да, а вот в разных системах, в нулевых, да, и там может жить какая-то корпа отдельная, которая живет, допустим, на границе, да, в нулях. Там может быть движ, взять же тот же самый кетч, там постоянно какие-то терки, да, то есть с разными корпами, и в принципе, тут уже сам решаешь, лететь, не лететь. И я не думаю, что можно вот такие вот сюжетки поставить на промышленный фарм исок, да, то есть. И теперь подходим к самой финалочке, что в качестве награды получится за закрытие вот такой вот сюжетки. То есть, помимо того, что вы насканиваете Нихилус, там опять же все те же самые плюшки, которые сопутствуют Нихилусу, но чем будет этот Нихилус отличаться от других, да, то есть там будет контейнер в конце. И вот как раз этот контейнер, хотя в принципе можно контейнер в качестве награды, вот как у нас есть у других сюжеток, и в этом контейнере уже будут плюшки, которые привязаны конкретно к наноядрам, то есть там будут ресурсы, допустим, на апгрейд наноядер, либо для ретроанализа самого наноядра, да, допустим, там вот эти будут флешки данных, которые вы используете для ретроанализа, для получения этих наноядер. Тем более, я чуть позже сделаю видосик, опять же, о наноядрах. Я уже, в принципе, говорил о том, что нас ждут наноядра следующего 4-5 уровня. Когда это будет, я не знаю. Но в игре это есть. Я вам покажу некоторые вещи, косвенно указывающие на это. Хотя, в принципе, некоторые я уже показывал, но есть еще некоторые факты, которые могут это подтвердить. Опять же, это не точно, разработчики могут передумать, и, собственно, это может в игре не появиться. То есть, но все-таки... Коль, такой материал есть, я с вами им поделюсь, поэтому не забываем ставить лайки. Опять же, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Впереди очень много нужной информации и полезной, и, возможно, может быть не полезно, но интересно точно будет. И смотрите, в этих коробках, помимо всего прочего, я бы, наверное, засунул какой-то определенный шанс получить валюту, которую мы используем в конкордовском магазине. То есть, и опять же, эти ящики можно было бы продавать точно так же, как мы продаем вот эти вот ящики из других сюжеток.
И это, наверное, было бы неплохой взаимосвязью всех игроков. То есть это, в принципе, убивает очень много вопросов, которые у нас появились в игре. То есть, во-первых, добавляется новый контент. Во-вторых, это возвращает нам игроков, которые занимались... Да, они занимаются краббингом, они вроде как вот многие говорят, что они никак не влияют на игру, но они получали от этого свое удовольствие, они наполняли игру людьми, а самое главное в такой игре это онлайн. Опять же, чем больше людей в этой игре, тем лучше для игры. И плюс они, опять же, как я и говорил, они донатили. То есть они поддерживали разработчиков и тем самым как бы давая возможность, может быть, в будущем расширят штат, если игра начнет развиваться и инвесторы увидят, что в этом есть толк, на этом можно заработать. То есть тут такой же интересный момент. И я считаю, что это на самом-то деле поможет игре. И вот как-то так. На самом-то деле, в принципе, основные моменты я вам рассказал. Дальше уже дело техники. Дальше я буду это все облекать в графику. Это все буду оформлять, переводить на английский. И, опять же, выложу этот ролик более подробный, систематизированный на том новом канале, на котором я вам сказал в начале видоса. Ну и дальше нам надо будет консолидироваться, собраться на этом канале и прожать лайки, пропихнуть этот видос в топы, чтобы разработчики увидели. У меня нет на самом деле еще информации, я в принципе Джозефу задал, какое количество людей должно, ну точнее, какое количество лайков должно появиться под видосом, чтобы разработчики на него обратили внимание и сделали какие-то определенные выводы. То есть я эту информацию все-таки попытаюсь получить от него и вам его сообщу уже ну, в каком-нибудь из видосов, которые у меня будут, либо на стриме, который я буду проводить. Один стрим у нас по Евке будет 100% каждую неделю. Поэтому вот как-то так, там, где мы разыгрываем омега-клон, да. В общем, ребята, все, что самое основное я хотел сказать, я сказал. Поэтому не забываем мыть руки, берегите себя и своих близких. Всем удачной охоты. Пока-пока.